Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы читаем разные интересные новости, чтобы вы могли понимать то, как говорят носители русского языка, и чтобы вы могли думать как носители и говорить как носители тоже. И в этом видео сегодня мы будем заканчивать тему слова 2025 года. Я понимаю, что сейчас уже почти середина 2026 года, но в прошлом видео, когда я записывала первую часть, у меня разрядился карандаш, и сейчас я зарядила карандаш, и мы можем продолжать разбирать эти слова. Для вас есть субтитры, и вы можете включить субтитры, наверное, здесь, на английском языке. Еще для вас есть бесплатный материал, бесплатная практика, чтобы повторить, запомнить все слова, которые мы будем сегодня читать, разбирать, узнавать. И да, давайте начнем. Поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И что еще? Если вы не подписаны на этот канал, то добро пожаловать. Итак, поехали. Давайте вспомним первые 7 слов, которые были в первом видео. Да, эти слова были в рейтинге самых популярных, самых частых слов 2025 года. Итак, давайте посмотрим. Brain rot. Конечно, из английского языка, когда у нас гниет мозг. Мы сидим очень долго в телефоне, например, и наш мозг начинает гнить. Brain rot. Следующее слово – выгорание. Это калька с английского слова burnout, когда вы уже сгорели, и у вас больше нет мотивации, больше нет энергии, и потому что вы много работали, или потому что у вас было много стресса, вы выгорели. Надеюсь, что нет. Еще только апрель. Да, здесь слово выгорание. Третье слово было зумер, здесь все понятно. Имба из компьютерного сленга, что-то с очень сильными положительными характеристиками, что-то очень эффективное, например. И когда я записывала прошлое видео, я сказала, что я это слово практически никогда не вижу, но с того времени я так часто начала видеть это слово имба просто в социальных сетях, когда люди рассказывают например, о косметике или о каких-то новых девайсах, новых гаджетах. Я часто стала слышать это слово имба. Так, следующее слово лимб. Это непонятное состояние, подвешенное состояние, когда непонятно, что происходит. Следующее – это подсветить, сделать что-то заметным, обратить чье-то внимание. Например, нам надо подсветить эту проблему. Проблема есть, и нам нужно обратить внимание других людей на эту проблему. Мы можем подсветить эту проблему. Промпт. Мы живем в эпоху, в эру искусственного интеллекта, и многие из нас пользуются чатом GPT, Клодом, и пишут, и мы пишем промпты. И у нас осталось 5 слов. И, конечно, я не могу вас не пригласить на мою программу «Год русского языка». Это программа для изучающих русский язык, логично, у кого уже средний уровень и кто чувствует, что он застрял на этом среднем уровне. И непонятно, что делать дальше. И хочется понимать аутентичные тексты, хочется понимать носителей, хочется выражать себя, хочется говорить тоже
на более высоком уровне. И эта программа специально для вас в течение года. Мы будем разбирать 12 важных тем от произношения до истории, от литературы до науки. И мы будем смотреть и разбирать каждую тему так, чтобы вы могли использовать это в своей речи. И потом, в течение года, у вас будет каждую неделю практика. Практика, где мы будем разбирать аутентичные материалы и будем использовать это. Учиться использовать все, что мы узнали. Если вам интересно, то я вас жду, я вас приглашаю. И давайте начнем смотреть видео. И у нас осталось 5 слов. Давайте прочитаем, какие это слова. Следующее слово в нашем списке – это проявленность. И я слышала это слово и видела это слово миллион раз. И в социальных сетях, и в каких-то медиа, и в постах, в блогах. В общем, давайте посмотрим, давайте разберем это слово. Слово проявленность не очень простое, и я думаю, что мало кто из вас это слово видел и слышал. Но, наверное, вы слышали два этих слова. Первое слово – это являться. Являться – это быть кем-то или быть чем-то. Например, он является экспертом в области, в сфере финансов, например. Или Лондон является столицей Великобритании. Например, так. Являться – это быть. Другое слово – это появиться, появляться. Я напишу появляться, появиться. Не очень удобно писать, но ладно. Итак, появиться – это этого не было, и сейчас вы это видите. Например, у нас в доме появились соседи. Их не было, сейчас они есть. Или, например, вчера я ела много-много шоколада, и сегодня у меня появились прыщи, появились покраснения. Например, так. Этого не было, но сейчас мы это видим. И у слова являться, быть кем-то, появиться и проявленность один корень. Корень яв. Яв, явл – это два варианта. И это значит, что мы сейчас это видим. Знаете, есть еще одна фраза: «Тайное всегда становится явным». Что было тайной, что было секретом, всегда потом мы увидим. Нельзя спрятать правду. Да? Правду мы всегда узнаем. Тайное всегда становится явным. То, что мы видим. Аналогично, кстати, во сне и наяву. Когда мы спим, мы видим сны. А в реальности мы наяву. Это явь. Это настоящая жизнь. Так вот, проявленность. Проявленность – это способность человека. Способность. Мы говорили про это слово когда-то. Способность – это что мы можем делать. У супергероев есть суперспособности. И у человека есть способности. Способность человека открыто выражать себя и свои эмоции через поведение, действия, слова, внешний вид. То есть человек может открыто выражать себя, показывать свои эмоции. В чем разница поведения и действия? Действие – это единичное, что-то конкретное, а поведение – это регулярные действия. Слова и внешний вид через стиль.
например, делая собственную фигуру себя заметной и узнаваемой для окружающих. То есть человек открыто говорит о себе, человек делает, что он хочет, открыто показывает себя, и поэтому он делает себя заметным. Его видят другие люди и узнают другие люди. Например, здесь, где здесь? В школе, может быть. Здесь ребенку помогают формировать важные для профессиональной и личной реализации черты. Ответственность, что он берет ответственность за свои действия, мы говорили действия, самостоятельность, ребенок самостоятельный, он может делать все сам, уверенность в себе, коммуникабельность, проявленность и смелость. Да, значит, часто, где я это слышала, где это слово можно увидеть очень часто. Если вы занимаетесь социальными сетями, если вы, например, ведете блог, или если вы ходите к психологу, то в этих сферах часто говорят про проявленность, что нужно уметь открыто говорить о себе, легко, свободно себя показывать другим людям и быть собой, грубо говоря. Чем это слово запомнилось? Слово из языка популярной психологии. Так говорят в популярной психологии, что нужно проявляться, нужно не бояться показывать себя. Да, есть также глагол «проявляться», и он отражает, как в зеркале, показывает, как в зеркале, отражает установку на самореализацию и самоутверждение. Мы живем в мире, где все люди хотят самореализовываться. Хотя, наверное, сейчас этот тренд немного идет вниз, но раньше нужно было всегда становиться лучшей версией себя, всегда самореализовываться. И проявленность – это одна из частей. Это один из этапов самореализации. Вот такое слово проявленность. Ой, это слово смешное, это даже не слово, это междометие, такое звукоподражание. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. И вы видите, как этот персонаж на иллюстрации, как он себя чувствует. Он думает: пу-пу-пу, пу-пу-пу, что же делать, что же делать? Вот это и есть пу-пу-пу. Пу-пу-пу – это выражение задумчивости. Посмотрите, кстати, у нас было слово здесь. Пам-пам-пам. А где? Вот. Выражать открыто, выражать себя, показывать себя. А здесь выражение. Выражение – это фраза или жест. Выражение, как мы это показываем. Итак, выражение задумчивости, когда мы задумались. Задумались, и задумчивость это. Выражение задумчивости, замешательства, когда мы не понимаем, что происходит, или разочарование. Разочарование – это когда у нас были какие-то надежды, мы что-то хотели, мы думали, что что-то будет, но этого не было. И потом мы разочаровались. Например, вы думали, что будет прекрасная погода в выходные, будет плюс 30 градусов, но был снег и дождь, и только плюс 5. И вы смотрите в окно, и вам грустно,
и вы разочарованы этой погодой. Да. Пу-пу-пу. Не очень приятно. Итак, пу-пу-пу используется как реакция на неприятную или сложную ситуацию. Мгм. Например, пу-пу-пу. Такого, честно говоря, я не ожидал. Я не думал, что так будет. Пу-пу. Это было смешно, когда я увидела, что моя племянница, которой сейчас, боже, сколько ей лет? 13? 13, наверное, лет. И она мне писала пу-пу-пу. И я просто представляю, как люди, как молодые люди это говорят. Но да, я видела это слово очень часто в социальных сетях. Итак, это новое междометие звукоподражания. Я уже сказала эти два слова. Междометие – это ого, угу, вау, такие слова. И звукоподражание – это слова, которые подражают звукам. Логично. Например, мяу. Кошки в русском языке, кошки по-русски говорят мяу, а собаки по-русски говорят гав, например. Или если падает что-то, например, книга падает, мы говорим бам или бах. Пришедшее из интернет-мемов. Так люди говорят в мемах. Распространено в основном в устной и интернет-коммуникации. Ну, что мы уже и говорили. Так говорят молодые люди часто в социальных сетях и в переписке, когда переписываются онлайн. Следующее слово тоже из психологии, из популярной психологии. Red flag. Можно, конечно, перевести на русский язык как красный флаг, но в русском языке красный флаг – это только флаг Советского Союза, вы понимаете? Но у нас есть другое наше слово, русское слово для вот таких red флагов. Это звоночек. Звон – это громкий звук. Например, есть церковный звон, когда в церкви звенят колокола, звонят колокола, бом-бом-бом. В школах есть звонки с урока и на урок. Дз-дз. Есть звонок в дверь, звонок телефона. И звоночек – это маленький звон, маленький сигнал. Например, как у колокольчика. В церкви есть большие колокола, а есть маленькие колокольчики. Так вот, мы говорим звоночек. Первый звоночек – это первый red flag, первый сигнал, что нужно быть внимательным, например, в отношениях. Итак, red флаги – это нечто, что-то в действиях, поведении, словах, внешности человека. Мы уже говорили про действия и поведение. Поведение – это регулярные действия или более широкое понятие. А действие – это конкретные шаги, конкретно, что мы делаем. Слова и внешности человека, внешний вид человека тоже было это слово. Сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Да, какие-то сигналы нам говорят, что с этим человеком будут проблемы в отношениях. В русском языке мы говорим отношения во множественном числе. И это очень частая ошибка, не ошибка, но это очень часто есть в речи англоговорящих студентов, да, потому что в английском языке часто просто relationship. В русском языке это отношения. Отношение в единственном числе – это вектор в одну сторону. Например, какое у вас отношение к, не знаю,
абортом, берут интервью. Или какое у вас отношение к, не знаю, любая спорная тема. Это что мы думаем. Это отношение. Что мы думаем, что мы чувствуем об этой ситуации. Отношения– это два вектора. Могут быть романтические отношения, даже если два человека. Это не любовный треугольник, только два человека. Романтические отношения, дружеские отношения, могут быть рабочие отношения, даже если только два человека. И в моей программе «Год русского языка» есть целый месяц, целый модуль, посвященный отношениям. В этом модуле, в этом месяце мы говорим про отношения между людьми, семейные отношения, романтические отношения, дружеские отношения и как говорить на русском языке на эту тему. Год русского языка – это моя годовая программа для тех из вас, кто хочет понимать, как говорят носители, и говорить тоже как носитель, понимать носителей на глубоком уровне. Ссылка есть в описании, я буду рада видеть вас там. И давайте продолжим про red-флаги. Итак, red-флаги в отношениях, как их распознать? Или 10 red-флагов при выборе смартфона. Видите, не только про отношения, но еще могут быть даже при покупках. Чем это слово запомнилось? Употребляется в более широком смысле для обозначения тревожных звоночков в других сферах. Мы уже говорили, что употребляется, используется в очень широком смысле как тревожные звоночки. Тревога – это чувство, что что-то будет плохое. Вот я тревожусь, значит, я думаю, что что-то будет плохое. Я не знаю, будет или нет, но я себя чувствую некомфортно сейчас, я тревожусь уже сейчас. Да. Заимствовано, взято, пришло из английского языка, где выражение существовало еще в XVIII веке. Помимо, кроме заимствованной формы, той формы, которая была заимствована, помимо заимствованной формы red flag, в том же значении встречается калька красный флаг. Но скажу честно, что красный флаг в этом значении я практически никогда не слышала. И у нас осталось два слова. Это сигма. Может быть, вы слышали хит соцсетей. Сигма-бой – это песня. Сигма-бой, сигма. Это, наверное, одна из нескольких песен, которую знает мой муж очень хорошо. И вы видите, что сигма – это характеристика человека. Какой это человек? Давайте посмотрим. Это независимый, не зависит от других, он очень самостоятельный, уверенный в себе и успешный человек. Успешный, у него много успеха, он много зарабатывает денег, например, он занимается любимым делом, у него есть, не знаю, машины, дома, все, что он хочет, который отказывается быть частью социальной иерархии. Значит, сигма – это человек очень успешный, но он не хочет быть в этой социальной иерархии. Например, несмотря на свою интровертность, несмотря на свою интровертность. То есть мы не думаем про интровертность. Сигмы могут обладать личной харизмой, которая привлекает единомышленников. Единомышленники – люди, кто думают, кто мыслят, у кого мышление одно.
единое, одинаковое. Да. Видите, здесь говорят, что сигмы такие интровертные, но у них, может быть, они могут обладать харизмой, которая привлекает единомышленников. И это слово запомнилось тем, что оно возникло по аналогии с альфа и другими самцами животных. У животных, мы говорим, есть самцы и есть самки. Самцы – это мужские особи, например, коты. А самки – это женские особи, например, кошки, о которых говорят в связи с описанием социальных отношений. Видите, социальные отношения, отношения людей в социуме. И снова это снова стало популярным благодаря песне «Sigma Boy», о которой я уже говорила, о которой я уже вам сказала. И последнее слово. Наверное, вы слышали. Я думаю, что это было слово какого-то оксфордского словаря или какого-то другого словаря. Да. Итак, что такое слоп? Это сгенерированный, который генерировал искусственный интеллект, сгенерированный искусственным интеллектом контент низкого качества. Есть высокое качество, ну, например, что высокого качества? Ну, например, часы Rolex, вот, высокого качества. А есть низкое качество, которое вы, не знаю, купили в переходе метро за 10 рублей часы. Вот есть высокое качество, есть низкое качество. Может быть, высокое качество и низкая цена тоже может быть. Но здесь слоп – это очень низкое качество, к которому говорящий относится скептически и пренебрежительно. Да, относится – это отношение, это же слово. У нас был репортер, который спрашивал, какое у вас отношение и как вы относитесь. Это слова однокоренные. И говорящий, тот, кто говорит, относится к этому контенту скептически и пренебрежительно. Очень скептически и пренебрежительно. Так, нет, не хочу. Весь март вы могли наблюдать в лентах соцсетей нейросетевой слоп. Самолет с крокодильей головой, акулу в кроссовках, кокосовую капибару, зебру-арбуз и так далее. Итак, от английского слоп, мусор, шлак, в словосочетании AI slop и шлак. Ну, мы говорим тоже часто говорим слоп. Встречаются также варианты нейрослоп или ИИ-слоп. Ну что, это было последнее слово в нашем списке. Как вы думаете, какое слово стало победителем? Эксперты, которые голосовали в этом рейтинге, выбрали слово «зумер». Я думаю, что может быть, да, может быть, это слово было словом года, почему нет, но у нас уже растет поколение альфа, и совсем скоро поколение альфа будет везде, поэтому еще ждем. Потом выгорание и red flag. Я бы поставила слово выгорание на первое место как самое, может быть, актуальное, потому что раньше люди выгорали, конечно, это не секрет, но в русском языке у этого явления не было конкретного слова, или это слово было, но оно было не очень частое. Видите, я сказала слово «явление», и мы говорили уже про проявленность
появиться, являться и явление. Явление – это то, что мы видим. Явление. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем это видео, и мы встретимся в следующем видео очень скоро. Поэтому не забудьте подписаться на канал, потому что вы удивитесь, насколько быстро я выложу следующее видео. А на этом все. Пока-пока.